Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. У нас сегодня агрогороскоп с 3 по 7 декабря 2021 года. С первым днем декабря, с началом календарной зимы. Она почти везде на территории России и на севере Украины, в Беларуси уже установилась и засыпает снегами. Пусть же декабрь принесет вам всем чистоту этого прекрасного белого снега, мир, добро, благополучие. У одних декабрь – это завершение сезона и подготовка к Новому году, а для других, для тех, кто живет в теплых странах, это начало уже, закладка фундамента на 2022 год. Кто-то активно занят посевами, а кто-то отгребает снег с дорожек или от дома. В любом случае, всем вам солнечного настроения и удачи во всех ваших делах. Ну а прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, пишите свои вопросы. Вот он, наш агрогороскоп с 3 по 7 декабря. 3 декабря, пятницу, будет переходный период Луны из знака Скорпион в знак Стрелец. Здесь Луна без курса будет с 8 часов 24 минут и до 15 часов 13 минут. Это уже время гекаты. Поэтому ни посевы, ни посадку рассады не планируем. В саду возможно укрытие, если в этом есть необходимость, и только в знаке Стрелец, то есть после 15 часов. В знаке Скорпион не делаем укрытие. Зеленые операции не проводим. Для цветов укрытие, а для комнатных защита от вредителей и от болезней. Поливать и подкармливать растения в это время не надо. Собирать урожай, все-таки здесь энергии Скорпиона, еще стихии воды, переходное время. Поэтому здесь заготовками, сбором урожая, закладкой на хранение ничего не проводим, квасить капусту не квасим и лекарственные настойки не готовим. Идем дальше. Это уже время новолуний, солнечного затмения 4 декабря, это суббота. Естественно, никаких посевов, посадок, ни рассады, ни растений не проводим. Можем в Стрельце проводить укрытие, очень хорошо. Зеленые операции не проводим. Хотя это новолуние и знак стихии огня, но в данном случае у нас солнечное затмение. Это очень сложное время для растений. Зеленые операции ни в коем случае не проводим. Укрытие только для цветов. Это актуально для тех регионов, где только начинается зима. Ну а для теплых регионов, для цветов ничего не делаем. В Стрельце бесполезны поливы и подкормки. Для комнатных цветов актуальна только защита. А вот что касается сбора урожая, заготовок, закладки на хранение, то здесь можно уже в Стрельце эти операции проводить, связанные с заготовкой наших продуктов, витаминных продуктов. Квасить капусту и настойки не делаем. Почему? Это Стрелец. И в это время не проводятся вот эти работы. И далее уже 5 рассмотрим. 5 это уже время перехода Луны из знака Стрелец в Козерог в 14:31. Еще время гекаты. Очень сильное время еще энергии солнечного затмения. Посевы и посадку любой рассады, саженцев не проводим. В саду только возможны укрытия, там, где есть необходимость. Зеленые операции еще не проводим. Для цветов актуально, если есть необходимость укрытия. Комнатные растения, защита от вредителей, от болезней. А вот поливы наступает очень хорошее время с 15 часов. Подкормки пока не проводим, у нас солнечное затмение только позади, время гекаты. Сбор урожая в знаке Стрелец и Козерог, заготовки очень хорошо проводить. Закладка на хранение. И вот с 16 часов, те, кто ожидают время для закваски капусты, для квашения капусты, пожалуйста, после 16 часов начинайте эту важную работу. И настойки уже можно готовить после 16 часов.
И теперь рассмотрим понедельник, вот эти дни, которые многие ожидают. И те, кто в теплых регионах еще высаживают чеснок и лук, пожалуйста, смотрите, здесь у нас время Гекаты уже в 10:35 завершится. И Козерог, замечательное время, когда можно посеять, что-то посадить. И в это время семена будут сходить, конечно, медленно, но они тоже будут качественные. Эти два знака, Козерог, Телец, очень активно использую. Вот что можно с 11 часов посадку чеснока и лука, где еще есть возможность, ну что есть такие страны, где можно посадить, и есть вопросы такие. Посев эустомы и других цветочных растений, пожалуйста, делайте. И я вот так вот записала вершки и корешки. Уникальное время, Козерог, после выхода Луны из Гекаты и после новолуния, это очень хороший период, поэтому кому-то нужно сеять зеленушку, сейте семена зеленых культур, кому-то надо даже посадить лучок для того, чтобы витаминную зелень, тоже можно. Видите, какой уникальный период, и можно и получить корешки, то есть корнеплоды. Это, кстати, для тех, кто в теплых странах, кто собирается тоже сеять на рассаду лук семенами. Это тоже для вас очень хороший период. Ну и хорошо вершки любые. Рассада. Очень хороший период с 11 часов снова же. Любая рассада. Что вы хотите с ней делать? Пикировку, пересадку, перевалку, посадку. Замечательное время в Козероге с 11 часов до конца суток делайте эту работу. В саду с 11 часов посадка саженцев садовых растений. Но не воспринимайте, северяне, что вам нужно разгребать снег. Не надо. Вы, пожалуйста, занимаетесь уборкой своего снега, можете насыпать снежок в сад. А вот кто занимается в теплых странах посадкой саженцев, очень хорошее время используйте. И нарезка черенков. Кстати, можно нарезать черенки и сразу укоренять, а также нарезать черенки там, где уже были морозы, и растение уже подготовлено, древесина готова, можно нарезать на зимнее хранение, весной потом эти черенки использовать для прививки, а также черенки для того, чтобы их укоренять. Зеленые операции наконец-то можно проводить. Зеленые операции для комнатных цветов очень хорошо, но и для тех стран, где тепло, тоже можете обрезать свои растения. Для цветов, конечно же, все, кто занимается посевом цветов, любят любые цветочные растения и заранее сеять семена. Эустома, бегония. Ну вот то, что меня спрашивают, то я и называю. Все цветочные растения, которые долго всходят, медленно всходят, вот это время можно использовать для посева. Но у нас есть такие, что посеял в ноябре. И даже в сентябре посеяли эустому и спрашивают, когда пикировку. Вот это время очень хорошее. Пикировку, перевалку, пересадку ваших цветочных рассадных растений используйте для того, чтобы они хорошо себя дальше росли и нормально развивались. Для комнатных цветов очень актуальны поливы и подкормочки. Уже можно начинать подкормочку давать для тех, кто цветет, и для тех растений, которые собираются цвести. Можно высаживать ту рассаду, которая у вас уже череночки укоренились, можете пересаживать, перевалку делать. И снова же, очень многие занимаются в это время черенкованием цветочных растений. Пожалуйста, черенкуйте, укореняйте. Очень хорошее время. И это с 11 часов дня и до конца суток. Хороший период. Поливы и подкормочки – замечательное время. Ну и, естественно, сбор урожая, заготовки, закладка на хранение. И вот этот момент истинный ураз. Вот можно уже весь день квасить капусту, ну и готовить лекарственные настойки. Очень хорошее время. И завершает вот этот период, который мы рассматриваем до 7-го, вот 7-е.
у нас декабря, здесь время уже перехода будет из Козерога в Водолей в 14:49. Но Луна без курса из 7 часов 44 минут. Что можно использовать? Вот посевы, посадки, рассада, все это до 7 часов нужно сделать, потому что Луна без курса, вы уже многие убедились, что это время, которое непредсказуемо и приносит печальные, неприятные новости с нашими растениями и семенами. Поэтому до 7 часов утра, 7 декабря, сеете вершки, корешки, все, что не досеяли, вот 6 и высаживаете тоже. Рассада до 7 часов, любая рассада. И все, что вам нужно, пикировка, пересадка, перевалка тоже проводите. В саду тоже до 7 часов утра посадка саженцев, а также нарезка черенков. Зеленые операции можно проводить весь день. Водолей, стихия воздуха, очень хорошо засыхают ранки. Пожалуйста, зеленые операции, зеленая улица и зеленый свет включен. Для цветов до 7 часов снова же утра посев семян цветов на рассаду, пикировка, перевалка, а также посадка рассады. Для комнатных цветов снова до 7 часов актуальны черенки, нарезка, укоренение, посадка, пересадка, поливы и подкормки. А вот, пожалуйста, посмотрите, вот что касается поливов, постарайтесь. Хотя здесь, смотрите, 14:49, переход в знак Водолей, пишу до 7 часов утра, можете даже чуть-чуть позже полить так, чтобы вода впиталась в горшочках. Особенно это касается тех, кто занимается комнатными цветами. Ну и для открытого грунта в теплых странах постарайтесь утром завершить эту работу. Подкормки в этот день не проводим, потому что здесь дальше стихия воздуха, и мы не используем для этих целей, для этого агроприема время Водолея. Зато можно собирать урожай, делать заготовки и закладывать на хранение. Но вот с квашением, пожалуйста, завершите до 11 часов. Смотрите, до 14:49, но нам нужен период для того, чтобы несколько часов, вот капуста, которую мы заквасили вот утром, то есть до 11 часов, вот она должна уже, должен у нее начаться вот этот процесс брожения. И лекарственные настойки тоже готовьте до 11 часов утра. Наша постоянная рубрика «Луна для дома и для здоровья» с 3 по 7 декабря. Очень интересные энергии, и здесь прошу обратить внимание на вот эти дни, когда будет новолуние, солнечное затмение. Здесь энергии вот этих космических событий будут нам немножечко вносить коррективы. Итак, что касается 3 декабря, до 16 часов будет дым. Это время воды, Скорпиона. Но зато можно уже 4 будет топить печку. Или здесь после 16 часов уже, если ветерок, очень хорошо будут гореть дрова. Что касается стрижки волос, покраски волос, пожалуйста, не делайте это 3 еще декабря. А вот мыть волосы можно с 16 часов. Очень хорошо будет для этого процесса, для волос и для головы. Очистка кожи, все, завершили мы. У нас время убывающей луны для этих работ завершилось. Стрижку ногтей не проводите. Ремонт, еще энергии Скорпиона очень сильные, они до 15 часов, поэтому не проводим. Проветривать вещи не проветриваем, даже если солнышко на улице. Рукоделие в это время не приветствуется. Здесь энергии уже и Стрельца, и Скорпиона. Не для этого созданы их энергии. Вот стирку можно провести до 15 часов. Очень хорошо вот стираются пятна. И уборку можно проводить. Ну и вот этот день очень сложный, солнечного затмения. Здесь тоже печка в Стрельце, хотя это новолуние, будет гореть хорошо. Дрова будут, естественно, сухие должны быть. Вот стрижка волос, покраска волос, очистка кожи и стрижка ногтей, пожалуйста, не проводите. А вот мыть волосы можно. Это хотя бы одно дело очень хорошее. Ремонт, да, в Стрельце можно, но у меня просьба к вам, берегите себя, свое здоровье именно в это солнечное затмение. Оно вам нужно будет. Нужно сейчас провести вот этот день 4 в спокойствии, в
в размышлении, готовьте что-то вкусное и пейте травяные чаи. Но мы об этом будем чуть дальше говорить. Просто-напросто в это время нужно дать возможность себе отдохнуть. Но если вы хотите там что-то докрасить или добелить, вот это можно в Стрельце делайте, но снова же без особого напряжения. Проветривать вещи, если солнце, ветерок, пожалуйста, получится хорошо. Рукоделие еще не подходит, Стрелец нет усидчивости, не получается, куда-то уходишь, отвлекаешься, поэтому в это время лучше не начинать никаких дел. Стирка нет, естественно, в Стрельце. Ну и ваши стиральные машины тоже в солнечное затмение должны отдохнуть. Это вы себе сделаете заметочку. Уборку тоже не проводите, отдыхайте в это время. Да и в Стрельце особо она не получается. 5-го уже, когда Луна перейдет из знака Стрелец в Козерог, вот с 14 часов 31 минуты, вот смотрите, здесь энергии еще будут нормальные, можно будет спокойно, без дыма растапливать камин и печку. Вот стричь волосы и еще красить волосы в это время Стрельца не рекомендуется. Естественно, стричь ногти тоже, уже можно будет ногти с 16 часов, это только вот для Козерога, а вот с головой пока, пожалуйста, в солнечное затмение еще очень сильно воздействует, пока поберегите, а уже позже, буквально уже через день мы сможем это сделать. Но мыть волосы очень хорошо в это время. Итак, дальше идем. Ремонт у нас только до 14 часов. Проветривание вещей при хорошей погоде до 14 часов. А вот с рукоделием очень хороший вечером будет период для того, чтобы начинать что-то вязать, шить. Козерог этому как раз покровительствует. Стирать можно с 15 часов, убирать с 15 часов. Энергии новолуния и солнечное затмение уже будут позади, можно этим заниматься. Козерог, вот это момент истины, когда можно будет уже с печкой, если уже топили, нормально дело пройдет, сухие дрова, небольшое количество, будут гореть хорошо. А вот можно стричь волосы, красить волосы, мыть волосы. Все это прекрасно получится. И стричь ногти в Козероге очень хорошо. Вот этот период для очистки кожи у нас уже начался, на растущей луне мы его не используем. И идем дальше. А дальше у нас ремонт. В Козероге лучше его не проводить. Проветривать вещи тоже не рекомендуется. А вот рукоделие, конечно же, очень хорошо получится. Стирка очень хорошо. Уборка тоже. Это просто замечательно получается в Козероге. Тем более вот еще энергии новолуния. Так что все хорошо получится. Вот переход у нас дальше идет Луны из Козерога в знак Водолея 14:49. Здесь тоже энергии всего дня очень хороши будут для того, чтобы и топить печку, и камин, и заняться своими волосами, постричь их, покрасить, помыть вот это и постричь ногти. Это все очень хорошо. Ну и, естественно, мы не делаем никаких манипуляций с очисткой кожи. И вот у нас момент ремонта уже снова же. Это стихия воздуха. С 15 часов можете красить, белить и приклеивать какие-то вещи. Ну, в общем, все ремонтные работы здесь уже с 15 часов будут нормально проходить. Проветривать вещи еще не делайте этого, потому что, смотрите, сейчас короткий зимний день, поэтому нет смысла. А вот рукоделие можно продолжить, энергии Козерога еще будут в этот день работать. Стирка еще хорошо, Козерог будет помогать в этом деле. И уборка тоже очень хороша. Хотя это вторник, но мы с вами в большей части заняты различными делами в любой день. И только для тех, кто работает, естественно, им будет время, вечернее время или в какой-то утренний период можно будет что-то делать, вот то, что вы запланировали. С 3 декабря по 5 декабря, получается у нас 3 после обеда, ну и до 14:30 будет 5 у нас энергии Стрельца, знак стихии огня. И в это время солнечное затмение и новолуние.
очень будьте внимательны к своему здоровью, спокойно проведите это время. И в это время обратите внимание на важные органы. Именно в дни нахождения Луны в Стрельце уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Несмотря на то, что это Стрелец, но очень важно это новолуние и солнечное затмение. Поэтому, пожалуйста, алкоголь исключите. Различные копчености, шашлыки, жирные продукты, лекарства исключите в это время. Для этого у вас есть вместо лекарств различные травы, настойки, чаи. Это очень хорошо в это время. Что мы можем использовать для приготовления еды? Нежирные сорта мяса, рыба, растительные масла. Можно использовать молочные, кисломолочные продукты, различные орехи, морковь, свеклу, топинамбур, капусту, петрушку, укроп, базилик, пастернак, сельдерей. Очень хорошо для нашего организма в это время овощные супы. Вот такие легкая пища. Горох, фасоль используйте, различные каши. Организм только будет благодарен, а особенно печень, которая в это время буквально главной становится в нашем организме. 5 декабря уже вечером будете ощущать энергии знака Козерог, а в это время уязвимый желчный пузырь. Еще печень тоже себя будет показывать свой характер, так что будьте внимательны. Желчный пузырь, еще раз напоминаю, скелет, костная система, кости, суставы, сухожилия, особенно колени. Обратите внимание, долго не сидите в одном положении, старайтесь понемножечку ходить, делать какую-то гимнастику для того, чтобы ноги у вас не были согнуты. Ну и в Козероге нельзя снова же использовать алкоголь. Здесь продолжается работа и особенно печени и желчного пузыря. Эти два органа взаимосвязаны, поэтому алкоголь, шоколад, кофе, жирную, жареную еду, вот эти шашлыки, копчености, острые соусы, много соли, майонеза исключайте вот в это время в своем питании. Ну а что можно? Постное мясо для тех, кто ест мясо, яйца отварные, морская рыба, растительные масла. Очень хороши тоже в это время молочные и кисломолочные продукты, различные орехи, морковь, свеклу нужно, лук, базилик, пастернак, капусту, петрушку используйте, укроп, сельдерей, клюкву, гранаты. А также можно готовить в это время, вот Козерог любит макаронные изделия. Ну и к макаронным изделиям можно добавлять свежие или отварные овощи. И в это время для печени и для желчного пузыря очень хорош чай из шиповника. Ну и обязательно хочу сделать акцент, что у нас 7 декабря Луна перейдет из Козерога в Водолей в 14:49. После 15 часов вы будете ощущать уже энергии Водолея, и в это время нахождения Луны в Водолее уязвимы будут уже ноги, лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Будьте внимательны к своим ногам. Да, это 7 еще Козерог, но уже будут ощущаться это где-то к обеду. Вот эти различные неприятные вещи, которые связаны с судорогами икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, и будут беспокоить тромбофлебиты. Обратите на это внимание. Ну а с питания Водолея можно использовать мясо, шашлык, уже наконец-то, колбасы различные консервы, а также любая рыба и рыбопродукты. Из каш очень хороши в это время гречневая, пшеничная, овсяная. Используйте в это время для приготовления салатов проростки зерновых и бобовых культур.
И хлеб в это время очень хорошо использовать с отрубями. Белый хлеб исключайте в это время. Очень хороши свежие овощи и фрукты без термической обработки. А также готовьте горячий какао, очень хорошо в это время, орехи различные, мед, сухофрукты используйте для приготовления еды, молочно-кислые продукты, фасоль, соя, чай из ромашки и каркаде. Вот в это время еще один совет. Естественно, каждый выбирает для себя все. Нужно отказаться от сладостей, от продуктов из крахмала, от газированных вод, консервированных различных напитков, от шоколада, картофеля и грибов. Не подходит в это время нашему организму вот эти продукты. Ну что ж, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Мы использовали именно 1 декабря 2021 года уже вот эти новогодние атрибуты, игрушки, которые уже готовят нас к новогоднему празднику. Желаем вам прекрасного солнечного и праздничного настроения. Легко пройти просто вот на гребне волны вот это солнечное затмение. И далее спокойно и в мире прийти к прекрасному периоду встречи Нового года. Ну что ж, всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.